Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры и бусин с сайта Алиэкспресс. Интересные бусинки. Посмотрите, какой кулон я купила. Кулон подвеска, и он продавался вот с таким шнурком. Кожаный вощеный шнурок с удлиняющей цепочкой. Но я планирую сделать украшение с таким кулончиком. Это индийский агат, как написано у продавца было. И на страничке было нарисовано 3 варианта цвета. Ну а какой придет, там уже, наверное, это лотерея, скорее всего, какой вышлет. И мне попал вот такой зеленый цвет. И здесь я под лупой разглядывала внутри, что там происходит. Внутри камня я нашла мох. Ну, скорее всего, это моховый агат. Прям видно, что там такие вкрапления моха. Ну и плохо отшлифованный. Здесь есть вот такие щербинки. Вот видно вам, да? Форма мне понравилась. Вот такое отверстие большое. И вот такая форма кулона. Были разные камни, но не большой выбор. Я хотела именно индийский агат, так как у меня есть круглые бусины граненые. И я захотела сделать украшение. И выбрала вот такой кулончик. Ну, неплохой, ничего, что такое, наверное, неровная поверхность. Все равно я сделаю украшение с таким кулоном. И к нему я подобрала вот такие бусинки. Видно вам, да, прямоугольные и граненые. Размер бусин 12 на 16 миллиметров. И ниточка коротенькая, здесь 13 штук бусин. И вот такие цвета мне попались на ниточке. Здесь есть тоже такой зеленый цвет. Хорошо подходит к кулону. Ну, хотелось, конечно, чтобы был розовый кулон. Вот такого цвета. Мне больше нравятся такие цвета в индийском агате. Но у меня есть и круглые бусинки, тоже граненые. И я планирую сделать украшение. Добавить еще круглых и вот эти бусинки. И сделать вот такой кулончик. Неплохие. И где бусинки тоже много разных камней. Можно выбрать любой камень, какой вам нравится. Неплохие по качеству. Нравится мне вот такой цвет больше. Это интересная бусинка. И вот такие зелененькие. Вот хорошо подходит к кулону. Бусинки в форме капельки. Здесь у меня, по-моему, 2 магазина. Я оставлю ссылки, вы посмотрите, если вам нужно. Такие капельки. Это один магазин, где по одной капельке продается. И вот такие белые я выбрала. В одном магазине мне нужны были именно белого цвета. Граненые, как видно вам. Ну, а в другом магазине вот уже я выбирала другие цвета. Здесь по 2 штуки продается. 10 на 30 миллиметров бусинки. Здесь я выбирала такого цвета. У меня просто есть такие бусины. Поэтому я подбирала по цвету вот такие нежно-зеленые. У меня тоже такие бусинки есть. Сделать серьги к украшению. Может быть. А может быть и в украшение поставить. Я подумаю. Вот такие розовые. Написано, что это каменные бусины у продавца. И когда я уже заказывала вот такие 2, мне пришли, мне понравились, я еще заказала розовых еще. И почему-то он мне положил в этот раз 3 бусинки, хотя написано 2. И теперь у меня 5 таких бусин. Такой вот цвет с белым оттеночком здесь. Такие разводы белые. И вот такие зеленые
Такой цвет приятный, зеленый, посмотрите. Я оставлю ссылку, ну а вы уже посмотрите, какие вам по одной штуке или по 2 штуки продаются они, какие вам удобно. Вот такой вот камень, круглый кабошончик. Кабошон я выбирала на страничке первой, так как было написано рандом, и там уже какой положит вам в посылку неизвестно. И мне пришел вот такой агат, полосатенький. И я планирую вышить, так как у меня есть бусинки подобного цвета, и сделать кулончик. Понравился он, такой ровненький, аккуратненький. Это вот такие вот камни. Сначала я купила вот такой вот желтенький. Как видите, он крупный, размер 45 миллиметров на 35. Я показывала вам желтые бусины. Думала, подойдет такой цвет, но немного не совпадает. И вот такой вот толстый, 9 миллиметров толщиной. Здесь нет отверстия. Как видите, здесь немного вот такая сторона впалая, а здесь ровная сторона. Вот такой вот красивый камень. И я планировала сделать кулон из этих камней, просто оплести, здесь оплеточку сделать из бисера и придумать бейл. Не пришивать на фетр, не клеить никуда, чтобы с 2 сторон видно было такой камень. Очень красивый, я думаю, получится кулон. Я обязательно сделаю видео, как оплести кулон такой. И потом мне понравился этот камень. Я выписала сразу 3 цвета разных. Здесь уже мне пришли они вот с такими наклейками. Написано Red Crystal. Вот такой вот камень. И у меня такие тоже есть бусины. Такой розовый кварц бусинки. И посмотрите, как внутри красиво. Такие разводы красные. Тоже вот оплести бисером и все. И ничего больше не делать. И он будет такой прозрачный кулон. Представляете, как красиво будет. Следующий это зеленый флюорит написано. Не знаю, насколько это правда. Но у меня тоже такие бусинки есть такого цвета. Поэтому я подбирала эти камни к тем, что у меня есть. Вот такой вот красивый, да, цвет. Ну и обсидиан написано чисто черный. Мне кажется, он поменьше, чем вот зеленый по размеру немножко. Наверное, вот подходит. А вот зеленый и желтый. Нет, зеленый, наверное, больше всех. Но вот такие камушки красивые. Понравились они мне. Там еще были другие цвета. Цветов много, можно выбрать, какой вам нравится тоже. Следующий вот такой кулончик. Срез агата, как написано у продавца, с друзой. Вот так вот блестит. И золотой каемочкой сделано. Гальваническое покрытие. И здесь есть петелька. Можно подвесить бейл, наверное, и вот так носить. Был более розовый цвет на странице у продавца на фотографии. Но вот такой вот пришел желто-розовый. Вот с этой стороны больше розового. Но он желтоватый такой цвет. Но у меня еще есть вариант, как сделать кулон из этого агата. Не знаю, если получится, я попробую сделать, показать вам по-другому. Вышить. Подумаю, если получится, я сделаю.
Давайте посмотрим. Вот такие бусинки красного цвета. Я уже покупала из такого минерала. Киноварь называется. И эти бусинки 16 миллиметров я выбрала, так как были размеры от 4 до 20. Можно выбрать размеры разные. И 5 штук идет именно 16 миллиметров. Так как я показывала вам раньше в распаковке, красные чипсы я покупала. Ниточка такая длинная. И я думала, что с ними сделать. Может быть, я добавлю вот эти бусинки и сделаю украшения. Они ровненькие, аккуратненькие. Они, конечно, ярче выглядят на камеру, более оранжевые, а так они красные-красные на самом деле. Это стеклянные бусины, по 10 штук в комплекте, но очень красивые. Это не дешевый вариант бусин. Вот такие, как рондели. Они, посмотрите, граненые полностью. Мелкая такая грань. И сбоку плоские. Очень понравились. Сделать украшение какое-нибудь, добавить еще. Надо подумать, с каким камнем можно поставить такие стеклянные бусинки. Но красивые. И размер этих бусин 12 миллиметров. Они не маленькие. И цвета были разные, много цветов. Я еще вот такой цвет выбрала, посмотрите, такой желтоватый. Но здесь и покрытие АБ, и они прям блестят, посмотрите, как они сверкают. И я потом приложила вот к этому кулону эти бусинки. Если делать украшение какое-нибудь, я думала добавить эти бусинки. Всего 10 штучек. И думаю, если розовые бусины я подберу матовые, и если проставить вот такими, я думаю, неплохо будет такое. Не короткое, примерно 65 сантиметров сделать, да, с такой подвеской. Подвеска крупная и хорошо подходит по цвету, я думаю. Если получится, все вам покажу, что у меня будет получаться. Вот такие бусинки гематитовые. Посмотрите. Гематит искусственный, но крупные бусины и тяжелые. 10 на 14 миллиметров. Здесь на ниточке всего 13 бусин, и они очень тяжелые. Я планировала, конечно, не все ставить в украшения. Где-то поставить 2 бусинки. Может быть, как-то и в браслет поставить несколько бусин. Между ними что-то поставить, да? Можно фурнитуру, а можно добавить какой-нибудь яркий цвет другой. На этой страничке у продавца в основном все бусины из камня. И я случайно вот встретила гематитовые бусины, такие крупные, и решила их купить. И не пожалела, мне понравились они. Так, ну и теперь фурнитуру покажу. Это такие подвесочки. Решила взять, посмотреть, что это такое. Так как в комплекте всего 10 штучек. Вот такой
трехлистник, как видите, 3 листика всего. И сзади вот такая идет петелька. Видно вам, да? Необычная бусинка или подвесочка, как ее назвать? Подвесочка. Вот так они, видно вам, держатся. Но можно сделать из них несколько вариантов. Вот это, по-моему, 10 миллиметров у меня бусинка. И хорошо становится цветочек. И теперь я возьму поменьше. Вот, видно вам, да, как лежит подвесочка или как ее назвать? Напишите, как ее назвать. Не проставочная же бусинка, но красивая, бронзового цвета. И можно вот так вот сделать, если бусинки все будут плотно стоять, и они не будут двигаться, эти листики. А еще я вот так вот подумала, если надеть 3 таких подвески в украшение, распределить их по кругу, чтобы они вот так вот улеглись, и потом уже надевать бусинки. И посмотрите, как вот между бусин будут они вот так стоять по кругу. Представляете, как это красиво? Ну, конечно, не эти бусины бледные. Это, по-моему, розовый кварц. Вот так вот выгорает розовый кварц. Когда-то это был браслет, и выгорели, совсем выгорел цвет, были розовые. Поэтому я розовый кварц вообще не люблю, не нравится мне этот камень, потому что он выгорает летом и становится вот такой бледный. А посмотрите, как интересно смотрятся эти подвесочки. Мне понравились. Но их всего 10 штук. Но я посмотрела, мне понравились, я еще выписала. Я думаю, можно и где-то пришить вышивку, если какая-то объемная идет вышивка, если их пришить где-то как листики, цветочки. Неплохо будет, да? Это, по-моему, магазин Миреда, который продает керамические бусинки. В этом магазине у него тоже интересная фурнитура бывает. Можно поискать, что-то найти интересное. И сейчас еще покажу вот такие вот шапочки двухсторонние. Я сначала выписала одну позицию, посмотреть, что это такое. Потом я выписала еще такую же позицию второй раз. И я обратила внимание, что немного отличается покрытие. Здесь более такое насыщенное, а здесь бледноватое. Или это покрашено, скорее всего, и была такая же под серебро. С двух сторон, как видите, идут как шапочки. С одной стороны поменьше, с другой стороны побольше. Здесь побольше бусинку я возьму. И вот так вот они смотрятся. Такие, знаете, брутальные. Такие шапочки двухсторонние. Интересные. Какое-то этническое украшение. Другие бусинки взять. И будет оригинально. Понравились. Но вот цвет немного отличается. То, что я первый выписала, потом второй раз выписала. Но все равно они мне понравились. Вот такие красивенькие. И последнее — это подвесочки. Вот такие кошечки интересные. 5 штук в комплекте. Очень понравились. На этой страничке было 3 варианта подвесок. И именно кошечки. Кто любит кошечек, покупайте, не пожалеете. Они очень красивые. Мордочка, конечно, здесь не нарисована. Просто вот голова, туловище красивое. С таким рисунком они вот такие вот дутенькие. Внутри пустая. Ничего нету. Рисунок, просвечиваются, и вот такой хвостик. Ну, здесь, если придумать, можно и подвесочку, а можно где-то как в украшение поставить с двух сторон. Я думаю, если придумать такое украшение, здесь уже можно удлиняющую цепочку, а здесь подвесить бусы. Тоже интересно будет. Но это кто любит такой стиль кошачий.
Или подвесочку на цепочку подвесить кому-нибудь. Кто-то любит такое носить. И цвет красивый, бронзовый. Посмотрите, какие котятки. Размер 36 на 16 миллиметров. И еще были два варианта интересных. Если интересно вам, посмотрите. Может быть, вам понравится и другой формы. Я выбрала вот такую. Интересный. Мне понравились. Я кошатник с детства. Кошки у меня всегда были. Вот такой у меня сегодня был обзор. Надеюсь, вам что-то понравилось. Пишите, если вам понравилось что-то. Мне интересно. Ну, а ссылки будут под видео. Заходите, выбирайте. Ставьте лайки мне, будет приятно. Не забывайте на Дзен переходить, подписываться, кто еще не подписался. Ну, а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!